Здравствуйте, друзья! В эфире Геоэнергетика Инфо. С вами Радайкин Максим и мой сегодняшний собеседник Александр Фролов. Здравствуйте! Здравствуйте, здравствуйте. Держаться больше нету сил. Уровень заполненности ПХГ в Европе достиг минимального значения за 5 лет, а поставки СПГ неуклонно падают. Александр, чем это все грозит для старушки Европы? Неужто опять выкрутятся? Действительно, сокращается импорт сжиженного природного газа. В целом импорт газа сократился, но сократился до уровня примерно 23 года, если мы берем общий импорт. И если мы берем импорт СПГ, то он сейчас находится ниже показателей отдельных лет из 2020-х, но чуть выше других показателей из 2020-х. То есть пока мы не наблюдаем какого-то резкого аномального падения, которое бы отражало текущий дефицит. При том, что да, мы наблюдаем сокращение относительно тех показателей, которые были в конце февраля и начале марта. И, разумеется, отчасти текущее сокращение можно связать с проблемами, с которыми сталкивается мировой рынок, но проблемы, с которыми сталкивается мировой рынок, также сглаживаются текущим периодом межсезонья, точнее заканчивающимся периодом межсезонья. То есть межсезонье — это период низкого спроса, когда отопительный сезон закончился, а летние пики еще не начались. Но, однако, с начала мая, а мы записываемся в начале мая, по сути, мир подбирается к сезону высокого летнего спроса на газ, и тут проблемы с импортом будут еще больше обостряться. Отчасти импорт газа будет сглаживаться, точнее, проблемы с импортом газа будут уравновешиваться в некоторых регионах ростом импорта угля, то есть вместо газа будут закупать уголь. И мы уже видим, что уголь не снижается практически ниже отметки в $130 за тонну. Да, это меньше пиков, которые были в марте, но в марте еще не закончился отопительный сезон. Однако, и это выше среднегодовых показателей вот 2025 года. А если сравнивать с показателями, скажем, 2010-х годов, то $130 это очень-очень-очень недушная сумма. Ведь тогда казалось, что $100 это вполне себе приличный показатель. Тут можно, конечно, сделать скидку на инфляцию, а с другой стороны, мы можем посмотреть на те минимальные значения, которых достигал уголь, но да бог с ним. У Европы не так много возможностей парировать возникающие проблемы с импортом газа за счет угля. Просто потому, что уголь все меньше и меньше чисто технически может использоваться на территории Европейского Союза, так как Европейский Союз со второй половины 2010-х годов закрывает угольные электростанции. И после завершения предыдущего витка энергетического кризиса Европа продолжила закрывать свои угольные электростанции, отозвавшись на призывы профильных организаций, которые кричали: «Не возрождайте уголь, все нормально, уголь не возрождают, энергобезопасность все больше и больше раскачивается». Но что касается подземных хранилищ, то действительно они сейчас, показатели в подземных хранилищах находятся примерно на уровне 2022 и 2021 годов. Это очень низкие показатели. В одном случае, потому что спрос в сезон 2020-2021 годов был очень велик. И к окончанию отопительного сезона в подземных хранилищах было накоплено, ну, точнее, оставалось порядка 28 миллиардов кубических метров, а сезон 2021-2022 года не характеризовался каким-то очень высоким спросом, но зато к моменту начала этого отопительного сезона было мало газа накоплено в подземных хранилищах. И во многом мировой энергетический кризис, который стартовал летом 2021 года, был связан в том числе с тем, что в Европе вот настолько мало газа оставалось в ПХГ. То есть это была не единственная причина этого кризиса, но это в том числе вносило свой вклад в формирование этого кризиса и в тот факт, что этот кризис настолько больно ударил по разным регионам мира, включая, собственно говоря, саму Европу. Но в 2022 году, как мы помним, удалось накопить, несмотря на очень низкие показатели к концу сезона отбора, то есть около 30 миллиардов кубических метров, что, мягко скажем, отлично от нуля. Сильно-сильно отлично от нуля, будем честны.
Но к началу отопительного сезона удалось накопить более 100 миллиардов кубических метров. Там порядка 106 миллиардов кубов. Но это означает, наверное, что если мы сейчас видим в подземных хранилищах Европейского Союза запасы на уровне 21 и 22 годов, ну, то есть сейчас примерно там 33 миллиарда кубов, вот к настоящему моменту находится, то значит, ничто не мешает Евросоюзу повторить тот подвиг, который они совершили в 22 году и накопить, опять же, 100 миллиардов кубов. Тут, правда, можно сказать, что 100 миллиардов и не надо. Все-таки сейчас потребление газа меньше, чем было в 21 и 22 годах. А это, в свою очередь, означает, что даже если зима будет холодной, то с учетом снизившегося текущего спроса, постоянного текущего спроса, который не зависит от погодных условий, даже меньшие запасы газа позволят успешно пройти отопительный сезон. Раскрыта страшная тайна. Тюменская техника Кейс-Гуру производится в Китае, где сосредоточены передовые производства около 90% мировой электроники. Почему тогда мы читаем на коробках техники Кейс-Гуру «Создано в Тюмени»? Потому что в Тюмени мозги, идеи и тесты устройств. Именно в Тюмени инженеры продумывают сочетание характеристик для устройств Кейс-Гуру, экспериментируют с материалами для пылесосов и наушников. Глава компании Кейс-Гуру Вадим Боков лично контролирует каждый этап разработки. Тюмень – это про инженерию, гарантию и ответственность. Китай – это производство и масштабирование. Яркий пример подхода – линейка наушников Кейс-Гуру CG Pods. Они опережают дорогие аналоги по функциям, но дешевле в 5 раз. Каждая модель претендует на мировой рекорд по характеристикам. Тюменская новинка – наушники Клипсы Кейс-Гуру Clip с анатомически удобным креплением. Рекорд безопасности для слуха. У наушников Кейс Guru Clip есть и шумоподавление в микрофоне. Алгоритмы выделяют голос среди внешнего шума. Кристальная слышимость даже в метро или аэропорту. Мировой рекорд неубиваемости у Case Guru X. Стойкие наушники с прочным кейсом из авиационного алюминия. Выдерживают до 220 кг нагрузки. Еще одна модель Case Guru Sport. Универсальные наушники для любых ушей. Подходят для 98 различных типов ушей благодаря своему креплению. Купить легендарные тюменские наушники-рекордсмены можно по QR-коду на экране или по ссылке в описании. Забирайте наш промокод GEO26 на скидку до 1000 рублей. Установите приложение Case Guru и получайте больше скидок и бонусов. Сразу после установки целых 500 бонусов уже на счету. Вот, смотрите, были похолодания в прошедшем отопительном сезоне 25-26 годов? Ну, очевидно, были эти похолодания. Прошел Европейский Союз отопительный сезон? Прошел. Успешно? Ну, вполне. Притом он прошел примерно на том уровне, который мы, собственно говоря, предполагали на этом канале, говоря о том, что там вряд ли будет ниже 25 миллиардов кубов в подземных хранилищах, а скорее всего будет где-то от 30 до 35. Ну вот, порядка 32-30 миллиардов кубов ПХГ оставалось к окончанию отопительного сезона. По большому счету, Европейскому Союзу достаточно накопить где-то 50 миллиардов кубических метров, с учетом предполагающегося сокращения спроса во втором полугодии, если текущие ценовые условия сохранятся, для того, чтобы пропетлять в следующем отопительном сезоне. То есть, опять же, вот все разговоры о том, что «Ой, да Европе плохо будет, ой, там кошмар и ужас, замерзнут». Да нет. И вот сейчас в европейских газовых хранилищах где-то 33 миллиарда кубов. Является ли это пятилетним минимумом? Ну, фактически да. Но разница, скажем, с 22 годом не столь впечатляющая, чтобы стоило рвать на себе волосы и говорить: ай-яй-яй, какой кошмар, как мало газа в ПХГ, что же европейцы будут делать? За последние отопительные сезоны объемы извлечения газа из подземных хранилищ не были настолько велики, чтобы требовалось накопить 100 миллиардов кубов, 110 миллиардов кубов, хотя у Европы есть техническая возможность это сделать. Более того, в 2022 году вот этот подвиг был бессмысленным. Более того, даже вредным для европейского газового рынка. Когда они с низких показателей резко начали наращивать закупки и заполнили подземные хранилища, и было в этих подземных хранилищах больше 100 миллиардов кубов. Какие они молодцы, да? С одной стороны, да. А с другой стороны, это
происходило за счет форсирования закупок, несмотря на любые ценовые сигналы. Это происходило в условиях, когда из-за форсированных закупок цены доходили до 3000 и $3600 за 1000 кубов. Надо ли это Европейскому Союзу? Нет. Оправдано ли это было тогда? Нет, это было неоправданно. То есть, по большому счету, они создавали избыточные запасы, которыми можно было изо всех сил гордиться в последующие годы, но эти дополнительные запасы легли бременем чисто финансовым на внутренних потребителей в странах Европейского Союза. Потому что собственно говоря, по соответствующим распоряжениям компенсировать вот разницу в ценах закупочных и ценах и в цене реализации надо было за счет внутреннего потребителя. То есть, если какая-нибудь Германия переплатила 10 миллиардов евро, а смогла за первый там год отбить 1,5 миллиарда евро, то, наверное, для Германии это не очень хорошо. Можно сказать, что вот эти 10 миллиардов евро это ни о чем, ведь европейцы могут еще напечатать. Ну, могут напечатать, конечно, кто же спорит. Просто так это немножко не работает, в том смысле, что если вы больше печатаете, то почему-то разгоняется инфляция. И значит, товаров вы на ваши евро можете купить меньше, чем могли купить раньше. Но это ладно, это мы сейчас как-то в экономическую теорию будем уходить, а вернемся к газу. Сколько газа нужно накопить Европейскому Союзу, чтобы иметь более или менее приемлемые гарантии успешного прохождения следующего отопительного сезона? Им надо накопить 50-55 миллиардов кубов. Примерно. Для того, чтобы иметь прям строгие гарантии успешного прохождения следующего отопительного сезона, если только не случится каких-то аномальных холодов, которые будут длиться несколько недель подряд, притом к концу отопительного сезона, вот если каких-то аномалий не будет, то прям вот, чтобы точно-точно хватило, 60 миллиардов кубов. Еще раз, 50 вполне будет достаточно. Да, это создаст некоторую напряженность к концу отопительного сезона, но если аномалий не будет, пропетляют, пройдут, все будет нормально. Но тут есть ряд неизвестных. Притом эти неизвестные усугубляются информационной повесткой. А именно, по большому счету, Европейская комиссия, во-первых, презентует планы по борьбе с кризисом. Соответствующие планы принимаются на уровнях, по крайней мере, не планы, а вот некоторые решения по борьбе с кризисом или по сглаживанию последствий кризиса принимаются также на уровне отдельно взятых стран Европейского Союза. Что как бы говорит, что все готовятся к кризису. Но тут же выступают с высоких трибун большие политики, большие руководители, вроде тех же самых представителей Еврокомиссии, вроде того же Дональда Трампа, и как бы прозрачно намекая, что, ребят, скоро все образуется. Скоро все будет хорошо, все будет замечательно. Скоро Ормузский пролив откроется, газовые потоки пойдут. Либо, если это европейские политики, они еще говорят о том, что, ребята, все хорошо, посмотрите. Возобновляемые источники энергии позволили нам сократить затраты на энергоносители, там 25 миллиардов евро мы сэкономили, может даже больше миллиардов евро мы сэкономили. Так что надо больше возобновляемых источников энергии, и так мы победим. И вообще мы собирались сокращать спрос на газ, поэтому текущие условия просто прозрачно намекают нам, что нужно еще больше усилий по сокращению спроса на газ, чтобы не зависеть от ископаемого топлива. Александр, большое спасибо за комментарий. Друзья, подписывайтесь на наш телеграм-канал в Макс и Телеграм. Подписывайтесь на Александра Фролова. Ссылки будут в описании и закрепленном комментарии. Там же будут реквизиты для желающих финансово поддержать наш проект, чтобы мы и дальше также бодро вещали на всех площадках без монетизации, исключительно благодаря вашей финансовой поддержке на Sponsor.ru. Спасибо, до новых встреч. Всего хорошего.